Бери, блядь! Теперь парень ждет госпитализации. Ребята сегодня настроены, конечно, выиграть. Романтика! Приветствую, с вами Ваня Романтик. Давно у меня не было каких-то неформатных выпусков, поэтому сегодня я выдвинулся на необычный для себя турнир по регби, Кубок Славянского единства 2019 года. Сейчас я нахожусь на живописной территории парка Уголынских прудов, это называется. Вчера в Москве весь день шел дождь, поэтому сегодня вы увидите бескомпромиссную рубку крепких парней, как я думаю, по колено в грязи на футбольном поле. Спешим к стадиону, поехали! Абсолютная тишина, только рыбаки стоят, пытаются поймать какой-то улов. Сейчас раннее утро субботы, и я уже свыкся с мыслью о том, что вечер пятницы для меня заканчивается где-то в 10. Но это меня ни капельки не расстраивает, так как все с лихвой восполняется уже во время съемок выпуска. Сейчас мы находимся на территории Московского государственного технического университета гражданской авиации. И на удивление, я даже нашел информацию, когда появилось вот это поле, на котором уже потихоньку разминаются команды. Оно было построено в промежуток с 1987 года по 1989, потому что раньше здесь была парковая территория, и как раз построили здание университета, которое до этого находилось за моей спиной, и, соответственно, построили поле. Если с утра было довольно-таки пасмурно, и я думал, что на поле будет грязюка, в которой будут рубиться игроки, то по факту сейчас распогодилось, вообще стало довольно-таки тепло. Как видите, я уже хожу в одной футболке. Сейчас будет жеребьевка, в которой команды узнают своих соперников и в целом расписание на сегодняшний турнир. Ну и буквально через 15 минут будет начало. Сейчас узнаем, какой же это будет матч. В ежегодном Кубке Славянского единства принимает участие целых 6 команд. Это организаторы Warriors, столица, система, Динамо Минск, гости из Беларуси, а также гости из Тулы, Арсенал и Химки. Чтобы жеребьевка была кристально чистая, организаторы для ее проведения выбрали одного из зрителей. Им оказался мальчик. И он начал доставать по одной бумажке с названиями участников, которых поделили на 2 подгруппы. В полуфиналы выходило по 2 команды из каждой группы, ну а команды, которые стали по итогу последними, сыграли между собой матч за 5-е и 6-е место соответственно. Прошла жеребьевка, и первыми открывать турнир выпала честь как раз гостям из Беларуси и гостям из Тулы. Насколько я понимаю, Динамо Минск уже ведет в счете, а вот какой счет, я не знаю, потому что не слишком хорошо пока что разбираюсь во всех перипетиях. Как бы тут в целом довольно необычная разметка для футбольного поля, но вот это я не знаю, что такое. Матч открытия закончился. Динамо Минск выиграл со счетом 29-5. Парни, с победой. Какие цели у вас на данный турнир? Спасибо большое за поздравление с победой. Цели на турнир вообще мы вывезли состав, такой экспериментальный. Пригласили пару новичков у нас и вот взяли не всех, взяли 2, чтобы их опробовать, посмотреть, как они вообще в целом. И в целом вообще сыграться, потому что для нас как команда мы собрались первый раз на турнир, попробовать себя покататься и уже в сентябре хотим принять участие в чемпионате республики уровня. Есть такие планы. Я снимаю в целом влог больше про футбольных фанатов. Много ли у вас в команде регбийной именно фанатов активных, которые ездят на футбол сейчас? Если брать конкретно в команде, это, наверное, 50%. 50%, да, это будет именно футбольных болельщиков Минского Динамо. Многие из тех, которые приехали сюда, ездили в Латвию, в Лиепаю. Конкретно из тех, кто был в Латвии, в Лиепае, ездили 2 человека. И еще 2 не доехали.
Недавно у вас был матч с Батэ. У вас на секторе висел текстовой баннер «Нам не треба РПЛ». Ваша именно вот как активных фанатов точка зрения, нужно все-таки или нет? Я не буду высказываться за всех фанатов, я выскажу свое субъективное мнение на этот счет. Я считаю, что какой бы ни был футбол у нас, именно в стране, в Беларуси, многие его называют, можно сказать, любительским. Многие команды из России говорят, что они не дотягивают до уровня. Но я считаю, в каждой независимой стране должен быть свой чемпионат по футболу. Это наш чемпионат, это наши команды, там играют наши воспитанники. И мы хотим, чтобы они играли у нас. Ну, представьте тот же выезд Минского «Динамо» куда-нибудь в Грозный. И скажите, если у нас ездят в город Грозный, Беларуси, 15 человек, сколько поедет на выезд в город Грозный? Ну да, в принципе, расстояние намного это больше. Не то количество болельщиков, я не знаю, для чего это хотят сделать. Так не идеализируешь, что это вид спорта, не привлечешь к нему болельщиков. Я считаю, у каждой страны должна быть своя лига, и все должны в ней играть свои команды. Я тебя понял. Большое спасибо за ответы. Удачи в дальнейших играх. Надеюсь, добьетесь как можно высших мест. Участок дорожки беговые напоминают, если честно, взлетную полосу. Практически не успел заснять вторую игру, где встречались хозяева турнира Warriors против команды «Система». Сейчас пойдем посмотрим, с каким счетом закончился матч. Турнир проходит в формате регби-7, то есть на поле играют по 7 человек с каждой стороны. Я думал, что будет полноформатная игра, да, то есть регби-15, но, как мне сказали организаторы, если бы играли в полном формате, то мы бы закончили завтра, а может быть и послезавтра на самом деле. Поэтому игры довольно-таки короткие и очень динамичные. Рядом со мной представитель команды Warriors. Представься, пожалуйста. Андрей, очень приятно. Я абсолютный профан в регби, да, я пару раз смотрел его по телевизору, поэтому не очень знаком с правилами. Скажи, чем отличается регби-15 от регби-7, кроме количества человек, которые играют на поле? Временной интервал разный, да, в регби-15 играют 2 тайма по 40 минут, в регби-7 2 тайма по 7 минут. А несмотря на это, люди устают порой больше, потому что меньше народу, да, поле такое же, бегать приходится больше, работать больше. Ну, еще есть там всякие нюансы в правилах, да, не такие существенные. В общем, все это классическое регби, регби-15, регби-7. Давай перенесемся на 5 лет назад. Вашему клубу вчера исполнилось 5 лет, с чем я вас поздравляю. Долголетие, побольше кубков, побед, поменьше травм, самое главное, да, травматичный вид спорта. Как появилась идея создать клуб? Честно говоря, 5 лет назад я вообще даже не думал о том, что буду заниматься регби каким-либо образом. Вообще ничего не знал про регби. В один прекрасный день мне позвонил мой старый друг, заслуженный армейский болельщик, и говорит: вот есть тема, там ребята хотят встретиться, поговорить. Я говорю: ну давай встретимся, поговорим. Встретились мы около стадиона Славы регбийного, московского, знаменитого. Собственно, там было 2 ребят, сегодня, к сожалению, их нету, ни в клубе нету, и здесь нету. И они говорят: вот есть такая идея, есть такой вид спорта, регби. Хотите вот из болельщиков ЦСКА сделать команду? Подумали, ну давай попробуем. Ну и, в общем, вот попробовали. И во что все это вылилось? В очередной раз повторюсь, что регби довольно травматичный вид спорта, и после самоотверженного стыка игрок «Динамо Минск» получил серьезную травму. Теперь парень ждет госпитализации. Желаю ему здоровья, надеюсь, все обойдется. Переходим на еще один год вперед, и появляется Кубок Славянского единства, да, как турнир. Опять же, как вы пришли к тому, чтобы попробовать организовать такой турнир? Честно говоря, первый год просто решили провести турнир на запасном поле Песчанки в день, когда проходит футбольный матч ЦСКА, чтобы привлечь болельщиков к регби. Впервые собрались там, было 4 команды, сыграли первый кубок, не думая, что это вообще во что-то перерастет, просто думали, ну сыграем один раз, людям покажем, и все. Всем понравилось, все сказали: классно, давайте еще. И вот уже на следующий год мы решили проводить его вот в день рождения клуба, в первые выходные после дня рождения клуба. Я хотел узнать,
раньше был, насколько я читал, был регбийный клуб ЦСКА именно, да, но сейчас команда называется Warriors. То есть остался также регбийный клуб ЦСКА или это просто переименование, ну, ваше желание как бы, либо... Чтобы играть под названием ЦСКА, нужно иметь официальное разрешение от большого ЦСКА, да, так называемого. Соответственно, раньше у нас было лицензионное соглашение с ЦСКА, потом большой ЦСКА его отозвал, в связи с чем мы переименовались в Warriors. Ну, по понятным причинам Warriors, потому что это тоже. Один вопрос. Да. По вашему наблюдению, уже команды практически все сыграли по несколько матчей. Какая лучше всех смотрится? Ну или топ-3? 5 команд более-менее равные. Вот Тула немножко выбивается. Все же видно, что ребятам ни опыта, ни игровой практики совсем не хватает. Да, все остальные 5 прям... Все остальные 5, ну, более-менее ровные, да, может, вот Столица выделяется. Все же ребят побольше, которые спортшколы прошли. Химки вот выделяется, да, Warriors. Ну, тут вот в каждой команде, вот в 5 командах столичных, кроме Динамо Минск, в 4, вернее, столичных, здесь более-менее примерно равны. Все, я понял, спасибо, не отвлекаю. Какая уже игра по счету, которую ты транслируешь? Ой, я не знаю, Вань. У меня Примерно. очень плохо с статистикой. Окей, скажи, какой сегодня будет главный приз победителю? Кубок Все? и овация. И овации. Тоже неплохо. Пивас. Пивас, да. Пивас. обязательно. Тоже отлично. Во сколько обошлась организация турнира? Был Это какой-то взнос? организатора нет, взнос нет, спонсоров нет, и все своими силами. На поле тем временем идут матчи, постоянно сменяются команды, рубятся друг с другом. Сейчас только что закончилась игра Химок против Тульского Арсенала. Кстати, Химки из представленных сегодня команд самая старая. Год основания указан 1959. Но спустя какое-то время команду расформировали, и в 2016 году вновь появился клуб. Историю он ведет еще из прошлого века. В каком турнире вы принимаете участие? Ну, я читал то, что вы в многих турнирах. Давай сойдемся на самый верхний по иерархии. Ну, самый основной наш турнир — это чемпионат города Москвы по регби-15. По регби-15, Да, то есть это классическому полный регби, формат? Да. В этом году, к сожалению, в Москве не проводится чемпионат Москвы по регби-7, в котором мы тоже принимаем участие. Ну, вот наш турнир — замена для игроков. В процентном соотношении, если взять ваш состав команды, сколько людей активные фанаты, которые ездят на футбол, на выезда? Ну, на данный момент где-то 50%. 50 на Да, 50. изначально было, конечно, 100. Я просто увидел в вашем составе парня, с которым мы играли в КВН, там в разных командах, но играли. И я думаю, как он попал в регби. Виталий. Да, все верно. Какие цели вы вообще ставите? Ну, конечно, хочется выиграть, потому что турнир уже 4-й, но нам ни разу еще не удалось выиграть свой турнир. Ну, Поэтому думаю, ребята сегодня настроены, конечно, выиграть. к пятилетию это будет хороший подарок Хороший подарок. самим себе и, в принципе, от других команд тоже. Спасибо тебе большое за ответы и удачи на поле. Спасибо. Всё. Спасибо. Наступила пора полуфиналов, мы пересекли экватор, в первом из которых встречаются Warriors и Химки, а во втором встретятся Столица и Динамо Минск. Первый полуфинал подошел к концу. Как я понимаю, выиграла Warriors, да? Какой счет?
Счет 19-7 в пользу Warriors. В пользу Warriors. То есть первые финалисты это Warriors. Они все ближе и ближе к цели выиграть все-таки за 4 турнира первый свой кубок. Ну, посмотрим, получится это сделать или нет. Уже идет второй полуфинал, где встречается Столица и Динамо Минск, то есть два коллектива, представляющие фанатов Динамо, да, одни московская, другие минская. В самом конце первого тайма Столица занесла удачную попытку и сразу после перерыва еще реализовала одну попытку. То Динамо Минск сейчас занесло две подряд удачные попытки. Как я понимаю, счет равный, либо совсем маленькое преимущество Столицы. Очень упорная борьба между двумя динамовскими коллективами. Турнир уже почти подходит к концу, закончились два полуфинала, сейчас будет проходить конкурс. К самому концу турнира я так и не научился считать. Если я думал, что динамовские коллективы там идут вровень в ровень, то по факту оказался окончательный счет 31-10 в пользу Столицы. Нас ждет финал Динамо Москва и ЦСКА Москва. Здесь нету папы, здесь есть поляна и есть Динамо! 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 Давай, парни! Я часто был на разных турнирах, и, к моему удивлению, это турнир, на котором не было ни единой задержки, и все идет по таймингу четко, вот прям как запланировали, так и идет. Турнир начался в 11, должен закончиться чуть позже 3, за что огромный респект организаторам. Ну, а сейчас у нас идет матч за первое место. Встречается, как я говорил, Столица и Warriors. Другие места уже определены. 6-е место занимает команда Арсенал Тула. 5-е место Система. 4-е Динамо Минск. Бронзовым призером в этот раз стали Химки. Ну а теперь смотрим, кто будет серебряным и чемпионом. Между первым и вторым таймом сейчас идет небольшой перерыв. Поймался на мысли, что если в футболе частенько фанаты выбегают на поле и бегают безнаказанно, то я думаю, вот в регби такого точно не могло бы случиться, потому что фанаты бы очень-очень быстро обезвредили. Причем, наверное, это даже сделали бы не стюарды, а, собственно, игроки, которые участвуют в сражении на поле. Прям в непосредственной близости от лицевой линии сейчас будет аут. Не смогла после того аута выбраться команда Warriors со своей половины поля. И вторая удачная попытка в исполнении Столицы, которые уже хорошо оторвались и вышли вперед. Говорить я долго не умею, да, перейдем сразу к награждению. Начать хотелось бы с судейской бригады. Нет, это Система. Вот боковых судей наших молодых. Спасибо. Приглашается также Евгений Белявский. Женя Белявский, иди лучшего игрока, лучше. Столица. Лучший игрок. Такая Никита. Динамо! Динамо! Столица Москва! Столица Москва! Вот таким вот получился 4-й Кубок Славянского единства. Еще раз поздравляю коллектив Столицы с победой. Если тебе понравилось это видео, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, жми на колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски.
Как обычно, мы делаем конкурс. В розыгрыше комплект стикеров и крутой сербский фанзин, за что спасибо Юрию Макшопу. Чтобы поучаствовать в розыгрыше, тебе нужно подписаться на мой инстаграм, сделать сторис и отметить меня в этой сторис, и также написать в комментарии к записи розыгрыша, отметив какого-нибудь человека. Комментариев можно делать сколько угодно, главное, чтобы люди были разные. Ну а теперь не прощаемся. Большие! Холодные! Мы играем! После турнира что-нибудь ожидается? Ну, конечно. Автопати какое-то? Ну, в регби это называется третий тайм. Третий тайм. Отлично.